Всем привет! На дворе 2018 год, а наш канал Вестник Буря зачем-то продолжает говорить про социализм. Ну что нам, делать что ли больше нечего? Жрали бы шаурму под пивас, как Юра Хованский, задавали бы пафосным ублюдкам тупые вопросы, как Юра Дудь. Ну или на самый край пошли бы рекламировать парки, как Николай Соболев. Лет 10 назад парк выглядел совсем иначе. Но нам все что-то не имется. Хотя, казалось бы, социалистический лагерь развалился еще в 1989-90 годах. Сам Советский Союз распался в 91-м. Следом за ним в кровавой мясорубке умерла и его социалистическая альтернатива – Югославия. Китай, на словах оставаясь оплотом социализма, еще с 80-х годов проводит последовательные рыночные реформы и сейчас является важнейшей частью капиталистической системы. Дорогая сердцу многих коммунистов Куба, достигшая немалых успехов при минимальных ресурсах, и та постепенно капитулирует перед мировым рынком. Ну а про Северную Корею и говорить-то как-то неудобно. Хоть большинство ужасных рассказов о ней полнейший мифический бред, да и страна достигает известных научно-технических успехов, все же подражание идеям Чучхе, такое себе удовольствие. Ибо милитаризм, вождизм, национализм и этатизм сказочно далеки от реальных идей социализма. Короче говоря, социализм, о котором мы говорим, терпит повсеместный крах. И это факт. По-моему, кому-то настало время удалять свой канал. А вот не тут-то было. Потому что забывают антисоветчики и люди, несведущие об одном важном моменте. Я напомню, что все великие буржуазные революции и все первые попытки построить ныне действующую рыночную экономику также окончились тотальным крахом. Да-да, тотальным крахом, реками пролитой крови, а порой еще и невинно убиенными монархами. Ничего не напоминает? Вот вам, к примеру, английская буржуазная революция. Начавшись в 1640 году, она привела сначала к двум подряд гражданским войнам, казни короля Карла I и установлению республики. Однако затем пошел откат революции назад. Радикалы-ливеллеры были разгромлены и установилась диктатура Оливера Кромвеля. После смерти Кромвеля произошел переворот и реставрация свергнутой династии Стюартов. На престол сел сын казненного Карла I, Карл II, а в Англии были восстановлены монархия и власть феодалов. Финита ля комедия. Но еще жестче вышло с Великой Французской революцией. Самая мощная и самая радикальная антифеодальная революция также закончилась провалом. Хотя, казалось бы, началось все довольно бодро. Взятие и разрушение тюрьмы Бастилия, оплота королевского всевластия, созыв учредительного собрания, казнь семьи короля Людовика XVI и, наконец, пик революции – якобинская диктатура. Уравнение граждан в правах и тотальное насильственное изъятие якобинцами земель у феодальной знати сопровождалось массой изменений во всех сферах жизни общества, вплоть до введения нового календаря, а также жесточайшим политическим террором, буквально физическим истреблением аристократов и им сочувствующих. Да, это жестко. Только вершили террор не страшные большевики, а сторонники вполне себе рыночной экономики – Робеспьер, Марат и другие. Правда, и их век оказался недолог. Якобинская диктатура была свергнута более умеренными силами. Это был так называемый термидорианский переворот. А дальше революция пошла на спад. Постепенно из-за постоянных войн, которые революционная Франция вынуждена была вести с реакционными монархиями Европы, все большую популярность получает молодой генерал Наполеон Бонапарт. В какой-то момент он совершает переворот и устанавливает диктатуру. Далее он становится пожизненным консулом, а с 1804 императором. Но и это еще не все. Еще через 10 лет империя Наполеона будет уничтожена, главным образом силами России, и на престол посажена свергнутая ранее династия Бурбонов. Феодальная знать постепенно восстанавливает свои привилегии, круг замыкается. Вот такие вот дела. А ведь можно еще вспомнить кучу других
буржуазных революций, окончившихся ничем. В том числе среди них есть и международные. 1848 год. Так называемая «Весна народов». Революционные выступления начинаются все в той же Франции, а затем перекидываются на остальную Европу. Германские и итальянские земли, просторы Австрийской империи – все это объято огнем революции, который, казалось бы, вот-вот сожжет весь старый мир. Но снова провал. Где-то революции закончились в силу нерешительности и нескоординированности действий, а в Венгрии революция и вовсе была подавлена российскими войсками. Поэтому, если бы вы спросили в 18 или даже начале 19 века у какого-нибудь обывателя о свержении монархии, установлении рыночных отношений как господствующих, то он наверняка бы вам ответил: что вы, монархия незыблема. Все попытки установить республику потерпели фиаско, разве что кроме США. Но США — это вообще странное государство у черта на куличиках. А рыночные отношения — это утопия, аристократия. Вот те люди, которым можно доверить и экономику, и политику. И так считали многие, даже после Великой Французской революции и начала промышленного переворота. Подобные тенденции касаются не только Западной Европы, но и многих уголков мира. Так, в России запоздалая буржуазная революция 1905-1907 годов также потерпела поражение и не повлекла за собой ни свержения монархии, ни лишения дворянства земель и статуса высшего привилегированного сословия. И все-таки будет неправ тот, кто заявит, что революции не несли ничего, кроме смерти, разрухи и падения нравов. Буржуазные революции, даже заканчиваясь провалами, подрывали основы старого мира и путем проб и ошибок строили новую экономическую и новую политическую систему. Да, многие завоевания революций потом, после их окончания, сводились на нет восторжествовавшими контрреволюционерами. Но абсолютно все достижения уничтожить не удавалось никому. А далеко ходить не надо. Революция 1905-1907 годов уничтожила выкупные платежи крестьян, тянувшиеся еще с отмены крепостного права, легализовала партии, дала минимальные политические права населению, а также создала хоть хиленькую, мало чего значащую, во многом фиктивную, но все же работающую Госдуму. Звучит неплохо. Половинчатость и незавершенность революции, а также необходимость защищать их результаты провоцировали все новые и новые выступления народа. Классический пример – Франция. После Великой Французской революции 1789-1799 годов была еще революция 1830 года, затем революция 1848 года, потом Парижская коммуна 1871 года. И лишь после этого во Франции окончательно утвердилась республика, а крупный бизнес получил полный контроль над властью. Капитализм и буржуазные республики рождались в немыслимых мучениях несколько веков подряд. От коммунизма же требуют всего сразу, да еще и бескровия. То, что случилось с социалистическим лагерем, скорее закономерность, чем частный провал. Парижская коммуна, как первая попытка создать государство рабочего класса, просуществовала 72 дня. Советский эксперимент длился более 70 лет и помимо массы ошибок принес массу опыта и реальных достижений. Капиталистический мир оказался сильнее, но время работает против него. Технические достижения, вроде того же интернета или новых систем управления производством, меняют мир, упрощают коммуникацию между людьми и делают уход от рыночной экономики еще более реальным. Растущее мировое неравенство провоцирует все большее недовольство. Беспредел корпораций, войны и повторяющиеся глобальные экономические кризисы все больше наталкивают на мысли о нелогичности капитализма. Да, пока что мы все придавлены железной пятой олигархии. Да, пока что мы видим, как доламываются не только достижения советской эпохи, но и плоды работы западных социал-демократов. Мы живем в эпоху глобальной капиталистической реакции. Но это не значит, что эта реакция будет вечной. Через время народы вынуждены будут перейти в контрнаступление против власти бизнеса.
и социалистический эксперимент будет продолжен. С вами был канал Вестник Бури. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пока.